Привет всем! С вами канал World Style. Книги обладают невероятной силой убеждения и воздействия на человека. Они заставляют никогда не сдаваться, верить в любовь, надеяться на лучшее, учат понимать других людей, помогают вспомнить детство и делают мир немножко лучше. Несмотря на то, что у каждого человека есть свои предпочтения, существует условный топ 10 книг, которые должен прочитать каждый. 10 место. Габриэль Гарсиа Маркес «100 лет одиночества». Великий роман колумбийского писателя, созданный в жанре мистического реализма. Основная тема этого произведения – одиночество. 20 глав книги рассказывают историю 7 поколений семьи Буэндиа и населения Макондо. 9 место. Сент-Экзюпери «Маленький принц». Уникальная книга, которую должен прочитать каждый, и совершенно неважно, взрослый это или ребенок. Главный ее посыл – все люди когда-то были детьми, но помнят об этом лишь единицы. Чтобы не забыть, что такое детство, дружба и ответственность за того, кто доверился тебе, нужно хотя бы изредка перечитывать эту книгу. Иллюстрации к ней созданы самим автором и являются важной составляющей частью произведения. 8 место. Николай Васильевич Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». Кажется невероятным, что это произведение, написанное с тонким юмором, создал автор «Мертвых душ». 8 историй, якобы собранных пасечником Панько, рассказывают читателю об удивительных событиях, произошедших в 17, 18 и 19 столетиях. Еще во времена Гоголя его первый литературный опыт был с восторгом принят Пушкиным и другими известными писателями. В наше время книга входит в число лучших произведений и обязательна к прочтению каждым, кто ценит и любит русскую классическую литературу. 7 место. Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита». Писатель создавал гениальные произведения, но венцом его творения стал роман «Мастер и Маргарита». Эта книга с непростой судьбой, буквально выстраданная писателем и законченная им незадолго до смерти. Булгаков трижды начинал работу над ней. Первый вариант рукописи был уничтожен им в 1930 году. Роман представляет собой смешение жанров. В нем есть сатира, мистика, притча, фантастика, драма. Автор так и не увидел свою книгу опубликованной. Гениальное творение мастера увидело свет лишь в 1966 году. «Мастер и Маргарита» – глубоко философская книга, поднимающая сложные моральные и религиозные вопросы. Она обладает одной особенностью – до этой книги необходимо дорасти. Роман может совершенно не понравиться при первом чтении, но если к нему вернуться позднее, от него невозможно оторваться. Переплетение историй многих людей и вмешательство в судьбы героев мистических сил достойны войти в топ-10 книг, которые должен прочитать каждый. 6 место. Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Гай Монтек, потомственный пожарный, продолжает дело своей семьи. Но если его предки тушили дома и спасали людей, то он занимается сожжением книг. Общество потребления, в котором живет главный герой, не нуждается в книгах, ведь они могут заставить людей задуматься о жизни. Они превратились в главную угрозу благополучного существования государства. Но однажды на очередном вызове Гай не удержался и спрятал одну книгу.
Знакомство с ней перевернуло его мир. Разочарованный в прежних идеалах, он становится изгоем, пытающимся спасти книги, которые стоят того, чтобы их прочел каждый. 5 место. Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес». Нередко книги, написанные исключительно для детей, становятся настольными произведениями взрослых. Кэрролл, математик и вполне серьезный человек, написал сказку о девочке, которая из-за своего любопытства попала в кроличью нору и оказалась в удивительной стране, где можно в любой момент расти и уменьшаться, где животные разговаривают, игральные карты оживают и улыбается чеширский кот. Это лучшая книга, созданная в жанре абсурда, и просто напичкана загадками, иллюзиями и шутками. 4 место. Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Нашлось место в топ-10 книг, которые стоит прочесть, и женскому роману. Это история сложных взаимоотношений мистера Дарси, богатого джентльмена, и девушки из семьи со скромным достатком Элизабет Беннет. Их первая встреча была провальной. Молодой человек сказал другу, что девушка его совершенно не интересует. Гордость Элизабет, которая случайно услышала этот разговор, была задета, и она прониклась крайней неприязнью к Дарси. Но случай сводит их вновь, и Элизабет постепенно меняет отношение к нему. Это книга о сильной, независимой женщине, которая сама принимает важные решения и смело высказывает свое мнение. 3 место. Джоан Роулинг «Гарри Поттер». Топ лучших книг невозможно представить без серии романов о мальчике, который узнает, что его погибшие родители были магами, а он приглашен обучаться в лучшей школе для юных волшебников. История о Гарри Поттере получила невероятную популярность, а ее автор, никому до этого неизвестная Джоан Роулинг, стала одной из лучших писательниц современности. 2 место. Джон Толкин «Трилогия «Властелин колец». Пожалуй, самая известная книга, которую нужно прочитать каждому. В ней есть все: магия, великие герои, верная дружба, достоинство и честь, самопожертвование. Роман-эпопея Толкина оказал огромное влияние на культуру. Еще больше интерес к нему пробудился после выхода экранизации книг, созданной Питером Джексоном. Трилогия рассказывает о Средиземье, народы которого тысячелетия жили спокойно после победы объединенных войск эльфов, гномов и людей над темным властелином Мордора. Но он окончательно не покинул этот мир, а затаился во мраке на окраине своих владений. Кольцо, выкованное Сауроном, обладающее огромной мощью, после веков забвения вернулось в мир, неся с собой угрозу новой страшной войны между свободными народами Средиземья и полчищами Саурона. И судьба целого мира находится в руках 9 хранителей ужасного артефакта. 1 место. Джером Селлинджер «Над пропастью воржи». Книга, ставшая символом бунтарства молодежи 20 века, начиная с ботаников и заканчивая хиппи. Это история жизни 17-летнего юноши, рассказанная им самим. Он не приемлет окружающую его действительность, образ жизни общества, его мораль и правила, но при этом не желает что-то менять. На самом деле, рейтинги – вещь достаточно условная. Если вам нравится книга, которой нет в предложенном для прочтения списке, это не значит, что она плохая.
Любое произведение, находящее отклик в душе читателя, уже достойно места в перечне книг, с которыми стоит ознакомиться каждому. Ну а если ты любишь книги, ставь лайк под этим роликом, подписывайся на наш канал и до встречи в новых выпусках!